Приветствую, друзья! Продолжаю разбирать резонансные события в мире и начну с новости о состоянии Дональда Трампа. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп недавно прошел медицинское обследование, а также тест на когнитивные функции. Как заявил сам Трамп, я ответил правильно на все вопросы, подчеркнул политик-республиканец. Хочу заметить, что подробный отчет о результатах обследования должен быть опубликован уже в это воскресенье. Дональд Трамп сам рассказал журналистам о своем плановом медицинском осмотре, который прошел в эту пятницу в военном госпитале Уолтера Рида, расположенном недалеко от Вашингтона. По его словам, он чувствует себя в очень хорошей форме, хорошее сердце, добрая душа. Президент отметил, что в отличие от своего предшественника Джо Байдена, он настаивал на прохождении теста на когнитивные способности, поскольку считает это необходимым. «Не знаю, что вам сказать, кроме того, что я ответил правильно на все вопросы», заявил Дональд Трамп репортерам, находясь на борту самолета по пути во Флориду. Он намекнул, что прошел тот же тест еще в 2020 году. Речь идет о тесте МОКа – Монреальской шкале оценки когнитивных функций, которая предназначена для выяснения ранних признаков нарушения, включая болезнь Альцгеймера. Трамп подчеркнул, что проходил этот тест уже 4 раза и ни разу не ошибся. Цитата: «Американцы этого хотят», добавил он, напомнив, что Байден отказался от прохождения подобного теста, как вице-президент Камала Харрис. Президент заверил, что подобный отчет по пятничному обследованию будет опубликован в воскресенье, в отличие от практики Джо Байдена, чей медицинский отчет публиковался в день обследования. Друзья, я еще хочу вам напомнить, что во время своей предвыборной кампании 2024 года, несмотря на прежние обещания, тогда Трамп не обнародовал свежие данные о состоянии здоровья, ограничившись коротким письмом от своего личного врача, датированным 2023 годом. В этом письме доктор утверждает, что здоровье Трампа является превосходным и что показатели улучшились благодаря снижению веса. Как будут проявляться когнитивные функции Дональда Трампа, я буду наблюдать и, конечно же, с вами их обсуждать, поэтому подпишитесь прямо сейчас и включите колокольчик, чтобы не пропустить все изменения. А дальше еще интереснее. И следующая важная новость. В пятницу вечером в одном из самых известных и охраняемых зданий Санкт-Петербурга, президентской библиотеке, состоялась закрытая и весьма продолжительная встреча между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стивом Уиткофом. Эта встреча продолжалась более 4,5 часов, что само по себе свидетельствует о высокой степени заинтересованности обеих сторон в содержательном диалоге. Переговоры проходили за закрытыми дверями в условиях полной конфиденциальности, что и указывает на чувствительность обсуждаемых тем. Обстановка в президентской библиотеке позволила сторонам сосредоточиться исключительно на диалоге без отвлекающих факторов прессы или публичных заявлений. Пресс-служба российского лидера заранее проинформировала, что ключевыми темами станут в том числе ситуация в Украине и вопросы безопасности в регионе. Однако при этом подчеркивалось, что ожидать дипломатического прорыва не стоит, встреча носит больше ознакомительный и аналитический характер. Хочу заметить, что Стив Уиткоф, известный как близкий соратник Дональда Трампа, демонстрирует все более активное вовлечение в развитие двухсторонних связей с Российской Федерацией. Это уже его 3-я поездка в Россию, и его интерес к контактам с Москвой стабильно растет. В этот раз он прибыл в Санкт-Петербург в пятницу утром, совершив посадку в международном аэропорту Пулково. После окончания встречи с Путиным Уиткоф, скорее всего, уже отправился обратно в Соединенные Штаты. Свое мнение о встрече высказал также советник Владимира Путина по вопросам бизнеса Кирилл Дмитриев. Он лаконично, но выразительно прокомментировал в социальных сетях продуктивные переговоры, тем самым дав понять, что разговор прошел в конструктивном ключе и стороны остались довольны его итогами. Тем временем, как стало известно из публикации американского издания New York Times, Вашингтон не ограничивается только каналом переговоров с Москвой. В тот же день, то есть в пятницу после полудня, появилась информация, что украинская делегация также направляется в Соединенные Штаты Америки. Согласно этим сведениям, запланирована очередная серия встреч, которые будут посвящены подписанию соглашения, которое связано с разработкой и использованием месторождения редкоземельных металлов. То есть это стратегически важного ресурса как для оборонной, так и для высокотехнологичной промышленности.
Украинскую делегацию возглавляет Тарас Качка, официальный представитель Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В состав делегации также входят несколько ключевых сотрудников министерства, имеющих опыт в международных переговорах и ресурсных проектах. Таким образом, мы с вами видим, что пятница стала днем активных дипломатических и экономических инициатив сразу на нескольких направлениях. Москва вела многочасовые переговоры с эмиссаром Трампа, а Киев готовился к важным обсуждениям с американской стороной на фоне растущего геополитического напряжения. И это еще не все. Следующая важная новость. Зеленский провел разговор с Дональдом Трампом и озвучил решительные планы Украины по усилению своей обороноспособности. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова приобрести дополнительные системы противовоздушной обороны, подчеркнув, цитата, «Украина не просто просит, мы готовы заплатить за соответствующие дополнительные системы». И этот важный месседж прозвучал во время вечернего очередного обращения к нации, опубликованного в социальных сетях. Глава украинского государства также подвел итоги прошедшей встречи в формате «Рамштайн», которая состоялась в Брюсселе, где обсуждался вопрос дальнейшей военной поддержки Киева. По словам Зеленского, приоритет номер один для Украины – это защита неба. Цитата: «Для нас важнее всего это противовоздушная оборона, дополнительные комплексы ПВО и ракеты к ним. Все это нужно для защиты человеческих жизней и для защиты наших городов. Мы очень рассчитываем на решение наших партнеров. Эти системы существуют в мире. Нам нужно только политическое решение, чтобы наше ПВО действительно функционировало». Конец цитаты. Особое внимание привлекло то, что Зеленский откровенно рассказал о беседе с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что Украина готова действовать самостоятельно, не дожидаясь милостыни. Хочу озвучить его прямую речь. Украина не только просит, мы готовы заплатить за соответствующие дополнительные системы. Именно такому мощному оружию можно доверять, когда у тебя такой сосед, как Россия. Противовоздушная оборона – наш абсолютный приоритет. Я благодарю партнеров, которые уже помогают нам, сказал он. Идет кропотливая работа. Витков, как специальный представитель президента Трампа, передал Путину некоторые послания от своего лидера. Путин это выслушал. Разговор по различным аспектам урегулирования ситуации в Украине будет продолжен, сообщил Песков. Он также добавил, это хорошая возможность, чтобы через Виткова передать основные позиции России, ее ключевые опасения, которые таким образом станут известны президенту Трампу. Друзья, а что вы думаете об этих новостях? Делитесь своими мыслями в комментариях. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить свежие выпуски. До встречи и хороших вам новостей!